Друзья, добрый день! Сегодня мы находимся в городе Самара на производстве V-Boats катера. За моей спиной склад готовой продукции катеров, уже готовых, запакованных, готовых к отправке к дилеру. Прежде чем эти лодки уедут к дилеру, мы хотели бы показать вам сегодня путь от раскроя алюминия до уже готовой продукции. С вами компания Прокатись.ру и я, Александр Бояров. Пойдемте, покажем, будет интересно. Друзья, вы много раз просили нас в соцсетях рассказать о производстве катеров Волжанка V-Boats. И сегодня мы вам досконально об этом расскажем, покажем производство, и поможет нам в этом начальник производства Илья. Привет! Представься, пожалуйста. Добрый день, друзья! Меня зовут Илья Андреец. Я являюсь начальником производства компании V-Boats. Сегодня я вам вкратце расскажу, как устроен процесс производства, как создаются катера компании V-Boats. Ну, мы начнем, наверное, с тобой вообще с чистого листа. Вот за нами как раз идут листы алюминия, которые потом пойдут на раскрой, да? Давай расскажем сейчас, наверное, о раскрое немножко. Подойдем к станкам, ты нам расскажешь. Хорошо? Да, хорошо. Здесь у нас находятся поступившие на производство листы алюминия. Листы изготавливаются в Самаре. У нас используется на производстве 7 типа размеров листов, из которых производится вся линейка катеров. Дальше я вам расскажу, как это все происходит. Илья, мы сейчас находимся на линии раскроя, да, я так понимаю. Расскажи, пожалуйста, что это за станки и как они работают? В цехе раскроя у нас 7 заготовительных станков. Два из них сейчас здесь представлены. Это фрезерные портальные станки, которые с помощью одноперой фрезы обрабатывают весь листовой алюминий. Здесь производится процесс разметки, технологическая разметка, разметка окончательная и также фрезеровка деталей под изготовлением уже деталей непосредственно. А разметка производится одним и тем же инструментом и резко или отдельно? Нет, разметка производится разным инструментом, разметка производится иглой специальной, фрезеровка производится фрезой. Это вот то, что я вижу, вот эти линии, это разметка именно, да? Совершенно верно, это разметка технологическая, она потом на деталях будет оставаться, эта разметка, она будет показывать точку приварки перпендикулярной к этой детали другого элемента. А почему именно фрезерный станок? Почему не плазма, почему не лазер? Во-первых, это точность обработки, жесткость обработки и высокая производительность. И еще я слышал, плюс фрезерной резки, то, что не нужно обрабатывать края, только снятие некой фасочки, и сразу деталь идет на сварку, да? Да, в том числе этот момент, он позволяет увеличить производительность труда при опиловке заусенцев, снятии оксидной пленки. Ну, соответственно, общая производительность труда тоже возрастает при изготовлении деталей на фрезерном станке. Интересно, вот мы рядом стоим, здесь какие-то конструкции такие очень мощные. Расскажи, пожалуйста, что это такое, для чего это надо? Здесь закладывается в строительство сейчас два станка еще дополнительных фрезерных такой же группы под расширение производства. То есть, подожди, у вас перебью, у вас станки собственного производства? Да, у нас станки собственного производства. Собственные нужды мы станочным оборудованием, благодаря конструкторам, нашим людям, которые имеют светлые головы, обеспечиваем. Привлекательная цена лодок Волжанка V-Boats, она именно заключается в том, что вы используете свои станки, свои материалы всевозможные, какое-то свое производство внутреннее, да? Да, мы стараемся как можно больше делать собственными силами, что, соответственно, удешевляет цену конечного продукта. У нас за спиной находится 10-метровый раскроечный станок. Он позволяет выпускать изделия под лодки до 10 метров. То есть фактически из одного листа можно раскроить, то есть лодка получится из одного листа сделанная, как бы, да? Совершенно верно. Здесь у нас находится плазморезательный станок. Станок у нас этот один из первых. Наша история, мы с него начинали, и сейчас он до сих пор в строю. На нем мы также изготавливаем часть деталей, которые не идут в основной процесс сварки. Это какие-то элементы декоративные, крыши рундуков. Ну вот носовая крышка рундука, носовая наверное, крышка рундука. Клепается. Станок, ну, как бы вспомогательный сейчас, но при этом, при всем, он в работе, он очень сильно помогает и не загружает основные станки, ответственные детали, которые делают, ну,
не ответственной, скажем так, работы. Когда мы попробовали работать на фрезерных станках, мы поняли ощутимые их преимущества в плане производительности, в том числе один из факторов, да, повышения производительности, что плазма, она при обработке дает окалину очень сильную. Ну да, я Здесь вижу. вот видно очень. Вот эти все поверхности приходится вручную зачищать. Соответственно, этот ручной труд, он очень трудоемкий. Ну, максимально убираем из производства тип оборудования, переходим на фрезерные станки. Слушай, а если не зачистить и сразу начать варить, что произойдет? Если не зачищать, не убирать эту окалину, то, соответственно, появляются дефекты в сварном шве. Они пусть сначала не будут видимые, но микротрещины присутствуют. И когда мы, допустим, можем эксперимент провести, проварить незачищенный шов, мы увидим, как поры грязи выходят наружу, то есть черные следы, это все видно сразу на сварке. Дальше участок гибки. Пойдем на участок гибки, интересно. Это листогибочный станок, здесь подготавливаются детали под сварку, производится гибка 3D, стойка ЧПУ обеспечивает подготовку деталей любых сложностей. И потом оператору не составляет труда качественную гибку производить. Здесь мы можем сейчас видеть, как гнется панель на 46-ю лодку, как у оператора настроено все на панели управления, и он производит уже точный гиб изделия трехмерный. Пошагово расписано, какой процесс гибки, начиная с нулевого шага. Первый гиб производится, второй гиб, и, соответственно, показывается деталь конечная, как она будет выглядеть. И в промежуточном варианте, как она выглядит, и как она должна выглядеть в конечном варианте. Также у нас есть еще в цехе сборки Voyager'ов тоже отдельный гибочный станок, он тоже оснащен уже современной панелью управления, такой же, как здесь, только станок 4-метровый, соответственно, обладает большим усилием продавливания, и на нем можно, соответственно, гнуть 4-метровые листы до 5 метров. Листы нарезали, мы их дальше согнули, дальше мы их куда-то должны отнести или куда-то сложить. Что дальше происходит? Совершенно верно. Дальше у нас происходит после гибочной операции процедура комплектования комплекта, сварочного комплекта на лодку непосредственно. Она комплектуется, производится эта операция на специальную телегу, где раскладывается все по группам. Соответственно, первостепенная важность — это группа силового каркаса, днищевая группа, бортовая группа, планшерная группа, консольная группа, палубная группа, и группа рундуков. Это все, соответственно, раскладывается на одной телеге, точнее по группам, и уже переезжает на сварочный пост. Где эта волшебная телега? Я хочу на нее посмотреть. Пройдемте, покажем. Пойдем. Вот такая технологическая тара у нас используется для доставки заготовок на сварочный пост. Дальше мы продолжаем экскурсию на сварочный цех. На сварочный цех. Отлично. Поехали. Едем в сварочный цех. Мы проходили, я смотрю, здесь стоят баки сваренные. Это у нас цех по изготовлению топливных баков на лодке, да? Да, это у нас сварочный цех общий. Один из первых постов у нас идет сварка топливных баков различной конфигурации, различной толщины, под различные модели. Здесь специализированный участок именно по сварке и опрессовке баков. То есть у нас здесь делаются баки на все лодки, которые выпускаются? На все лодки от 60 литров до 400 литров. Илья, я смотрю, баки всевозможные, разные формы. Есть плоские, есть Т-образные, есть квадратные. Расскажи, пожалуйста, почему они все такой разной формы? Баки разной формы, действительно, на всех моделях лодок разные баки абсолютно. Конфигурация зависит от силового набора, и, соответственно, бак конструируется под силовой набор, чтобы максимально занять полезную площадь. Это от какой, кстати? Это лодка 700 Open, бак 240 литров. Я смотрю, здесь развоздушка есть, еще одна развоздушка. А третья это что? Это подача топливная? Подача топлива. И заливная горловина. Заливная горловина. Как обеспечивается герметичность топливного бака? Вы проверяете их? Да, все баки 100% проверяются на герметичность, погружением. Погружением в воду, подачу давления, да? Да. Подача избыточного давления. А избыточное это какое? 0,3 бара. Покажем сейчас, как производятся непосредственно лодки. Отлично, пошли. Сварка априори должна стоить дохуя. Я так понимаю, вот она, наша телега, которая приехала сюда с элементами раскроя на лодку. Покажи, пожалуйста, что дальше происходит. Да, вот эта телега, она попала сюда буквально 2 часа назад.
И начался процесс уже подготовки. Сварка силового набора к днищевым листам. То есть днищевые листы уже состыкованы, вставлен силовой набор и идет проварка стрингеров, пангоутов уже к элементам днища. Ну вот я смотрю, здесь уже приварен планширь, как раз. Да, здесь приварен уже профиль. килевой профиль, приварен. Здесь мы видим уже почти готовую лодку. Идет процесс чистовой обварки всех элементов внутри конструкции. Ну и также какие-то элементы там вот по трансу мы сейчас видим приваривают. Идет чистовая проварка. То есть практически это конечный этап. У нас здесь приварены консоли, приварены планширь, приварен силовой набор. То есть по сварке это последний этап, я так понимаю, последний этап. Приварены все рундуки, скамейки, основания под фиш-палубу, кринолины. То есть все элементы лодки здесь уже проварены и представлены. Трансы используются какая-нибудь фанера или доска, или все-таки там втулки вварены? Нет, у нас транец состоит из двух элементов, наружного и внутреннего. Между ними проварено 5 втулок, обеспечивающие силовую конструкцию транса. Транец внутри пустотелый, правильно? Внутри пустотелый. После сварки лодка идет на покраску. Мы находимся в цеху, который шьет мебель на лодке Волжанка, Voyager и так далее. Илья, расскажи, пожалуйста, что у нас это такое? Это у нас, можно сказать, композитный материал, основание для сидения, который состоит из двух элементов. Нижний элемент — это ППУ, вспененный полиуретан. Верхний слой — обыкновенный поролон. А для чего так делается? Для того, чтобы обеспечить и мягкость, комфортность, соответственно, и долговечность, чтобы материал, сиденья, соответственно, не продавливались длительный период эксплуатации. То есть, я так понимаю, у нас вот этот более плотный материал, который идет вниз, это идет сверху поролон, да? Да, это верхняя часть. А такая технология сейчас на всех лодках, потому что я смотрю, у нас лодки приходят, там более мягкие сиденья, как будто из одного поролона сделано. Такая технология сейчас у нас применяется только на сериях Voyager. Вот образец сидушки на серии 700 кабин. Слушай, плотно, здорово. В этом цеху у нас отшиваются салоны на все лодки и сиденья. То есть все элементы мягких да? накладок, все сиденья, диваны, спинки, кресла. Все серии абсолютно Все здесь? все серии здесь, да. Соответственно, применяются на разных сериях разные материалы и отделки. Есть и карбон-винил, и нирекс. Нирекс — это специальная водоотталкивающая ткань. Применяется только для салонов кабинных катеров, не может быть использована в открытых лодках. Только в закрытых кабинах. Только в закрытых кабинных лодках. Ну, соответственно, она более приятная на ощупь, более такая респектабельная, скажем так, применяется для дорогих комплектаций катеров. И вот это и есть нирекс? Да, вот эта ткань нирекс, про которую я только что рассказывал, вот салон 960. Слушай, на ощупь вообще как алькантара в машине. Да, она имитирует алькантару классная. полностью, но при этом обладает водоотталкивающим эффектом, то есть если в кабине что-то пролилось, потекло что-то, волной захлестнуло и так далее, эта ткань отлично моется и следов никаких не остается. Сейчас также вот хотел показать, это мы применяли вот такую вид отделки с одной прострочкой, сейчас попробовали. Нам кажется, более респектабельно выглядит. Слушай, дорого-богато, как на люксовых машинах. Ну, если клиентам понравится, можем и такие обеспечить салоны с двойной просрочкой. Это вот это сиденье в Voyager идет, это как стандарт или как опция? Нет, это опция. Друзья, какая вам больше строчка нравится? Одинарная или двойная? Напишите в комментариях. Завод, наверное, учтет ваши пожелания. Пойдем дальше, посмотрим, как изготавливают тенты. Основные ткани, из которых шьются тенты, их два вида. Это тентовая ткань для ходовых тентов и для укрылочных тентов ткань. Импортная, отечественная ткань? Вся ткань импортная, высококачественная. Предыдущий материал, который мы рассматривали, нирекс, да, велюровый. У нас есть оборудование для вышивки. Соответственно, где-то мы логотипы делаем, где-то какие-то еще элементы вышиваем. Вот такие типы тканей мы используем в своем швейном производстве. Пойдем дальше, на следующий этап изготовления лодки.
Вот мы и добрались наконец до участка покраски лодки, да? Расскажи, пожалуйста, технологию, по которой красятся лодки Волжанка. Вот мы видим готовую лодку, которая стоит. Вот что дальше с ней происходит? Да, вот сейчас мы видим лодку, которая только что вслед за нами приехала с сварочного цеха. Сейчас она готовится под покраску. Ну, соответственно, подготовительные процедуры. Лодка вся зачищается, обрабатываются глянцевые поверхности, матуются там, где они красятся, соответственно. Применяется как ручная шлифовка в угловых местах, так и машинная по, соответственно, прогонам. Лодка шкурится, значит, и обезжиривается. Процедуру так называемой адгезии, да? Да. Дальше лодка устанавливается на подвесы. Соответственно, мы видим вот на соседней камере подвес, который сейчас будет установлен на лодку. Она обезжиривается и заходит в эту камеру. Да, совершенно верно. Зашла она, покрасилась, дальше она, я так понимаю, должна зайти в сушку. Да. Правильно? Первая процедура это нанесение порошка. Нельзя сказать, что после этой камеры она покрасилась. Там происходит нанесение порошка, электромагнитное, скажем так, распыление катод-анод, соответственно, на пистолете. Положительный заряд на лодке, отрицательный заряд в нужных частях. Краска налипает на лодку и без прикосновений к обрабатываемым элементам она выкатывается из камеры и, соответственно, перекатывается по вот этой телеге в сушильную камеру. Скажи, а сколько процесс поддельности покраски и сушки занимает по времени? Ну, по времени весь процесс занимает около 1,5 часов покраски. Соответственно, подготовка где-то минут 30, нанесение где-то минут 30. В камере она должна выстоять сушильной где-то 20-25 минут, без учета нагрева. То есть там идет дополнительный нагрев до 180-200 градусов. Уже на этой температуре она 25 минут должна стоять. После этого она выкатывается наружу и уже остывает при наружной температуре помещения. Долго? Где-нибудь полчаса, наверное? Ну, остывает она недолго, где-то в среднем минут 15-20, уже до 60 градусов, и с ней можно дальше работать, снимать ее и вот это уже дальше. Лодка покрашена, готовая, остывшая? Да, эта лодка уже покрашенная, можем подойти, посмотреть качество покраски какое, глянец, как прокрашена. Горячий, слушай. Ну, вот, Ай. эта лодка еще только что вышла из камеры, она порядка 150 градусов. Это какая модель, кстати? Это у нас 42-я модель, предсерийная, покрашенная в синий цвет. Пойдемте на цех сборки, посмотрим все-таки, чем заканчивается практически сборка лодки. Пока Илья ушел, я все-таки решил заглянуть в участок запенивания. Смотри. Мы находимся практически на завершающей стадии сборки лодки. То есть я вижу, практически ребята устанавливают блоки плавучести, всевозможные декоративные отделки элементов катера. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что здесь происходит на этом этапе. Здесь, соответственно, производятся уже практически финальные работы. Значит, какие работы здесь сейчас производятся? Сейчас здесь выполнен монтаж электрики всей, потом выполнен монтаж рулевых тросов, выполнен монтаж заливных горловин, ходовых огней. Также сейчас производится домонтаж блоков плавучести в носовую часть и в кормовую часть на этом участке. Там, где технологически невозможно выполнять пропенивание, производится, соответственно, установка изолона листового. Мы все-таки заглянули туда. Узнали, да, секрет? Узнали, да. Слушай, что за пена? Расскажи. А? Двухкомпонентная поливуретановая пена с закрытой порой фирмы BASF. Ну и также установка полов, соответственно, носовых настилов на фиш-палубе, рулевого колеса и рундука. Дальше лодка идет еще на 2 этапа, соответственно, установка приборов. А стекло где? Как раз на следующих этапах устанавливается остекление и устанавливаются ходовые тенты, если они есть в комплектации, соответственно. Стекло, я помню, это ваше собственное изготовление, да? Да, стекло полностью мы изготавливаем сами, за исключением каленых стекол мы их покупаем, но, соответственно, рамы мы под них делаем сами. Стекло состоит из рамы и, соответственно, стекла. Рамы делаем сами все, а стекло устанавливаем только поликарбонат литой или акрил, а каленые стекла мы закупаем, конечно. Ну отлично, пойдем дальше посмотрим, что у нас следующим этапом пойдет. Пойдемте. Сейчас мы видим, лодка полностью готова к упаковке. На данной лодке уже произведена приемка отделом технического контроля. В лодку уже вложены все элементы, которые
могут быть сняты для транспортировки, такие как мягкие накладки на диваны, Все упаковано. сами диваны, ходовые тенты. Остекление здесь уже подогнано под имеющиеся рамы. Рамы, соответственно, уложены на сиденье, прикручены транспортировочным скотчем. Слушай, стекла мы получаем лодку в таком виде, стекла же вы ставите, да? Да, конечно, стекла у нас устанавливаются предварительно, а потом для транспортировки снимаются. Соответственно, прикладывается весь крепеж, уплотнитель. Вот на соседнем участке можно посмотреть установка стекол. После этого стекла снимаются и упаковываются. Дилерам остается только на размеченные места прикрутить, соответственно, крепеж, и лодка может уходить к клиенту. Также на данном посту идет проверка работы мотора, если он есть, проверяется вся электрическая цепь, в течение часа она включена. И если лодка в пакетном предложении, то сел и подъехал. Установлены дуги для ходовых тентов, заполняются также формуляры по моторам, гарантийные талоны. На этом посту у нас идет дополнительная опрессовка воздухом баков. То есть там у нас проверяется на сварочном посту герметичность самого бака, а здесь проверяется герметичность всей магистрали. Остается штрихи, крепление клотикового огня, заполнить документы, уложить документы в бардачки, и лодка пойдет на упаковку термопленкой. А мотор заводите, да? Мотор заводим, испытываем его на участке установки двигателей, проверяем работу в специальном мини-бассейне на холостом ходу, что работает насос системы охлаждения, мотор работает, все системы работают, трим работает, все это проверяется, безусловно. Слушай, а я смотрю, мы сейчас с тобой целый день ходим по заводу, я вижу серию фиш, 50 фиш, 51 фиш. А где же у нас кабины и фиш Pro серии? Серия Fish Pro и серия Voyager делается у нас также здесь на заводе, но в этом же производственном корпусе, только в соседнем пролете. Занимает по площади ровно такое же место. Ну, сходим, покажешь? Конечно, сходим. Итак, мы пришли, я так понимаю, линия сборки серии Fish Pro и Voyager, правильно? Ну, немножко не так, здесь уточнение есть небольшое. У нас отдельная линия изготовления, сварки и сборки Fish Pro и линия сварки и изготовления Voyager. То есть это две разные линии. Вот здесь в данный момент представлена линия Fish Pro, все элементы, подготовительные телеги, технологическое оборудование, все то же самое, как и в основном цехе сварки, только здесь это локализовано на 3 участках. Ну и тут же идет процесс, соответственно, сборки тоже на 3 постах. Это удобно в плане компактности изготовления, в плане сплоченности команды, в плане, ну и в технологическом плане, соответственно, тоже. Она потом идет туда же, в цех ОТК, где проверяют все элементы абсолютно, да? Ну нет, здесь этого не требуется, у нас ОТК мобильная, они приходят сюда. Они сами сюда приходят? Да. Оборудование для проверки топливной системы, оно также мобильное, подключается к воздушной системе, проверку проходит здесь. Пойдем посмотрим еще Voyager, хочешь Да, смотреть серию большой Voyager последнюю покажем. Пойдемте посмотрим серию Voyager. Красавец 700 Open. Смотри, вот то, что мы с тобой говорили, это как раз разметка, которая была нанесена, да, на раскроечном станке. Здесь, я так понимаю, будут утки швартовые стоять, правильно? Все правильно, Александр. Здесь будут стоять швартовые утки. И как раз эта разметка технологическая для того, чтобы четко выполнять сварку элементов, которые сложно привязать в геометрической плоскости, геометрическим углам, когда корпус уже сварен. Для этого и делается как раз разметка на раскроечных станках. А стекло на каком этапе вклеивается? Стекло вклеивается на следующем участке, это уже сборочный процесс. То есть После практически окраски, уже все, лодка практически собрана, и стекла, наверное, в последний момент, да, вклеиваются? Да, ближе к концу лодки вклеиваются стекла. Именно в этой компоновке, когда есть жесткий корпус, сваренный под стекло, стекла на последнем этапе. Я смотрю, тут над нами висит сварочный аппарат, да? Да, мы применяем сварочные аппараты на серии Voyager. Это у нас австрийская фирма Fronius, обеспечивает мощную работу сварочных аппаратов, чистовой шов. Аппарат имеет очень чуткую обратную связь при подаче проволоки. Полуавтоматы на
сварку алюминия. И в том числе за счет большей толщины металла они обеспечивают качественную проварку двустороннюю толщиной металла до 10 мм и выше, если это надо. Просто у нас до 10 применяются, токами до 400 ампер. Ну что, пойдем дальше. Я там смотрю, вдалеке стоит 960-й. Да, Пойдем у на нас него. сейчас на сборке 2 960 катера. Супер, пойдемте посмотрим флагманскую модель. Друзья, добрались наконец до флагманской модели Voyager 960. Лодка находится в сборке, то есть работа по монтажу идет полным ходом. Здесь установлены фекальный бак, бак питьевой воды, проложены воздуховоды под отопители Webasto, новые косы электропроводки. Ну что, друзья, вот и закончилась наша познавательная экскурсия по производству V-Boats Волжанка. Илья, спасибо тебе громадное, что ты нам все показал, рассказал. Было очень С интересно. удовольствием вам все рассказал. Приезжайте. В следующем Обязательно году еще раз приедем. у нас, надеюсь, расширится производство, будет что-то еще интересное, какие-то еще фишки введем. Возможно, появятся новые модели катеров. Расскажем с удовольствием вам. Приезжайте. Еще раз от души спасибо. Надеюсь, мы доходчиво показали вам процесс изготовления лодок V-Boats Волжанка от обычного листа алюминия до готового изделия, которое вскоре отправляется к дилерам. Что могу сказать? Теперь я понял, почему лодки Волжанка имеют такое оптимальное соотношение цена-качество. Завод использует оборудование, которое делает сам же и для себя. Все процессы практически, вот, скажем так, бизнес-процессы, они оптимизированы. То есть есть на модели 46 это присутствие некого конвейера. На Voyager практически то же самое. То есть несколько станков фрезерных по раскрою листа идет. То есть фактически уже сборщик или сварщик понимает, что делать в какую минуту. И поэтому завод выпускает такое количество лодок для потребителей, большое количество, включая Россию и европейские страны. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Мы, к сожалению, не можем показать все технологические процессы на производстве. Это заняло бы очень, наверное, много времени. Но основной посыл, я надеюсь, мы донесли. Надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь с нами. С вами был Бояров Александр, компания Прокатись.ру. Ставьте лайк. Всем пока.